Ночь белой луны. Автор в Велзе читает Кэт Вилд. Глава 12. Чимин лежит на постели, плотно сомкнув веки. Негромкое жужжание, залетевшие в дом мухи, ласкающие теплом солнечные лучи, что проскользнули в распахнутое настежь окно. Доносящиеся запахи свежеприготовленной пищи и постукивание кухонной утвари. Все это невозможно давит на нервы измотанного течкой тела. Чимин ясно помнит, как встретившиеся в лесу оборотни несли его обратно в общину, нашептывая, что все будет хорошо, тем самым успокаивая то ли тихо скулящего Омегу, то ли самих себя. Как оказались в поселении, где потеряшка был передан в руки примчавшегося Намджуна, помнит уже хуже. Восприятие всего происходящего вокруг медленно, но верно затуманивалось из-за усиливающейся боли и растекающегося по венам жара. А все, что случилось после того, как Альфа занес его в дом и уронил на прохладу простыни постели, отпечаталось в мозгах яркими, но смазанными и обрывочными воспоминаниями. Омега жмурится сильнее, но память услужливо подкидывает все новые и новые путанные эпизоды из прошедших в полубреду дней. Ласки Альфы фантомно ощущается всей омежьей сущностью. Его поцелуи отныне не смыть с кожи, а срывающийся на рычание от страсти голос заблудившимся эхом звенит в ушах. Чимин не может посчитать, сколько дней и ночей длилось это безумие. Он только помнит, что всего происходящего ему казалось ничтожно мало. Ему невозможно хотелось сильнее, дольше, глубже, и он, бесстыдно захлебываясь стонами, просил это у своего Альфы. Как последняя течная сука, умолял не останавливаться. В ответ на жаркие признания сбивчиво шептал лживые слова любви, лишь бы Альфа продолжал, лишь бы был им доволен. Утопая в похоти, отчаянно цеплялся за чужие плечи и скрещивал ноги на чужой пояснице, словно боясь быть покинутым, отвергнутым, никому не нужным. И Намджун был рядом бесконечное количество раз, доводя до острова, сковывающего судорогой и граничащего с безумием наслаждения, а в минуты отдыха согревая теплом и подносил к дрожащим омежьим губам кружку с водой, убеждая сделать несколько глотков. Не оставлял ни на миг. Жадно вжимал всем телом в постель и осторожно растирал ладонями задервеневшие мышцы пака. То ласково скользил губами, то крепко целовал, сплетаясь с Чимином языками. Хищно брал, чтобы отдать самого себя без остатка, чутко отзывающемуся на каждое прикосновение Омеги. Альфа нежил, ласкал, удовлетворял свою и чужую страсть. Намджун его любил. Пак чуть шмыгает носом, но затихает, как только раздается едва слышный скрип половиц. С тихим стуком ставится рядом посуда, а кровать прогибается от опустившегося на нее тяжелого тела. «Чимин!» — негромко зовет Альфа и легонько трясет Омегу за плечо. Но тот продолжает делать вид, что крепко спит. «Пожалуйста, перестань притворяться. Я знаю, что ты уже давно проснулся». Не желающий признаваться в собственном обмане, Омега широко зевает и вроде как непонимающе моргает ресницами. Под насмешливым взглядом Альфы садится на постели и сонно трет глаза, но испуганно откидывается обратно на подушки, когда Альфа резко подается вперед, чтобы прикоснуться губами к тонкой омежьей руке. «Ты чего меня бояться начал, маленький мой?» — тихо смеется Альфа. Вынуждая сесть, тянет Омегу на себя, обхватывая широкой ладонью правое запястье Пака, на котором с недавних пор отсутствует волчья метка. «Если думаешь, что я разозлюсь из-за того, что ты решил сбежать из общины, то можешь об этом не переживать. Для меня это совсем не новость». «Ты Хёна рассказал», — мгновенно понимает Чимин и от досады прикусывает нижнюю губу. «Вот предатель».
Далеко бы ты все равно не ушел. Стая альф под моим руководством не только охотится, но и территорию охраняет. Мы разбиваемся по двое-трое и ежедневно по несколько раз оббегаем ближайший от поселения лес, чтобы защитить всех жителей общины от случайной встречи с медведем или чужаками, которых вообще тут быть не должно. Не думал, что тебе хватит храбрости попытаться удрать на самом деле. Но зато теперь ты точно знаешь, это бесполезное занятие. Альфа говорит спокойным голосом и одновременно с этим повязывает на омежьем запястье браслет, как, видимо, недавно сплетенный. Судя по тому, что шерсть еще неприятно колкая и сильно воняет псиной. Удостоверившись, что нить крепко завязана, Намджун обхватывает пальцами чиминовский подбородок, поворачивая к себе недовольно сморщенное лицо с надутыми от обиды губами. Строго смотрит в глаза. «Никогда больше не снимай мою метку. Ты это понял?» Альфа говорит, не повышая тона, но есть в его голосе что-то такое, от чего моментально пропадает желание спорить или ослушаться требования. «Вот и молодец», — широко улыбается оборотень, увидев, как Чимин быстро кивает головой. Он приглаживает ладонью спутанные омежьи волосы, недолго, словно любуясь, оглядывает своего мужа и сует ему в руки принесенную миску с только что сваренным горячим супом. «А теперь поешь и ложись спать. Тебе необходимо как следует отдохнуть. Я вернусь вечером, затоплю баню и помогу тебе помыться. Договорились?» Вместо ответа Чимин снова кивает головой. Пряча свой взгляд, он сосредотачивается на содержимом миски и чуть не обливает оборотня супом, когда тот неожиданно ложится на кровать и утыкается лицом в его впалый живот. Намджун невесомо оглаживает ладонями кожу и оставляет несколько поцелуев чуть ниже пупка, отчего у Чимина моментально пропадает аппетит и начинает щипать в носу. «Отдыхай и береги себя», — с непередаваемой нежностью выдыхает Альфа, прощаясь. Как только за Намджуном закрывается дверь, Чимин отставляет в сторону недоеденный суп и вскакивает на ноги. Невольно охает из-за пробежавшей по телу волны боли от переутомленных мышц. Но упрямо, хоть и чуть сгорбившись, заворачивается в простыню и прошмыгивает в темную баню. Недолго плещет на себя из заранее наполненных ведер ледяной водой и, стуча зубами от холода, растирается полотенцем. Быстро напялив прихваченные с собой рубаху и штаны, пятерней зачесывает назад грязные липкие волосы и выходит из бани, направляясь к хорошо знакомому дому. Прикосновения Намджуна напомнили Чимину еще кое о чем. В течном бреду Омега несколько раз умолял Альфу о сцепке, и тот не отказывал ему в этих просьбах. «Чимин, с тобой все в порядке?» Вылезая из висящего во дворе гамака, обеспокоенно спрашивает Юнги, как только пришедший становится рядом. «Выглядишь ты, мягко говоря, не очень». Вместо ответа Чимин призывно машет рукой и заходит в чужой дом. Воровато озирается по сторонам, убеждаясь, что поблизости нет Хасока, и с тяжелым вздохом плюхается на стул. Он залпом выпивает предложенный кислый морс, с громким стуком ставит на стол кружку и впивается требовательным взглядом в осторожно присевшего рядом Чимина. Юнги сразу переходит к делу Пак. «Как мне избавиться от ненужного ребенка?» «О, это совсем не трудно», — облегченно улыбается оборотень. «Просто берешь за шкирку надоедливого щенка и отволакиваешь в дом к его родителям. Но учти, если этот чересчур навязчивый мелкий успел у тебя прикормиться...» «Я говорю не об этом», — повышает голос Чимин. «Я пришел узнать, как оборотни после течки избегают нахрен ненужной беременности. Ты говорил, что у вас есть какой-то надежный способ». «Ну, конечно, есть». Все еще ничего не понимая, выговаривает Юнги, с тревогой рассматривая пылающие краской щеки
и нездоровый блеск в глазах Пака. Дело в том, что оборотни вынашивают детей в человеческом обличии. Малышня не выдерживает перевоплощения омег, и беременность заканчивается выкидышем. Ну или вообще не наступает. Поэтому в течение недели после течки мы несколько раз меняем наш облик. И Юнги, подобно ярмарочному фокуснику, высоко взмахивает руками и разводит их в стороны. Не рождается никаких незапланированных волчат. Чимин сначала нервно хмыкает, а потом, понимая, что ему конец, с громким выдохом закрывает ладонями лицо. Как же у оборотней все легко. Им не нужно пить ядовитые отвары или бежать к местным знахарям. Не причиняя вреда здоровью и не подвергая себя риску, они полностью контролируют рождение волчат. Способ действительно замечательный. Жаль только, что для человека он не подходит ни разу. «А мне что теперь делать после течки?» — жалобно стонет Пак сквозь плотно сжатые ладони. «Судя по твоему состоянию, тебе не мешало бы отдохнуть и немного прийти в себя», — качает головой оборотень. «Если вы с Намджуном планируете рождение первенца, то ты должен себя беречь». «Ничего мы не планировали!» — звонко взвизгивает Чимин и отталкивает успокаивающе поглаживающую его плечо чужую ладонь. «Мне даром не нужен никакой первенец!» «Ну, зачем ты так говоришь?» — укоряюще тянет Юнги. «Быть родителями — это здорово. Мы с Хасоком всегда мечтали стать семьей и, наконец-то, завести своего малыша. А вам с Намджуном даже долго ждать не пришлось. Вот что». Юнги решительно встает на ноги и берет за руку вяло сопротивляющегося Чимина. «Давай я тебя домой отведу. Выспишься как следует, успокоишься, а вечером вернется Намджун. Вы с ним обниметесь, и ты поймешь, что на самом деле очень счастлив. Первая течка, она такая выматывающая, но скоро все придет в норму, даже не сомневайся. Недельки через 3 сходите к Сакджину и...» «Я к нему прямо сейчас пойду». Вспоминая, что вообще не есть лекарь, Омега заметно приободряется. «Где я могу его найти?» «Вы с Тэхёном жили в его доме, когда вас только к нам привели», — растерянно отвечает Юнги. «Ну, зачем он тебе сейчас понадобился? Сакджин не сможет ничего определить сразу после течки». Игнорируя заданный вопрос, Омега быстро выходит из чужого дома и широкими шагами идет на окраину общины. К великому счастью Чимина, Сакджин оказывается дома. Лекарь сидит за широким столом, подпирая одной рукой голову, меланхолично толчет в глубокой миске высушенные травы с хрупкими лепестками, стараясь растереть их в пыль, и искренне радуется приходу гостя. Он быстро отодвигает в сторону миски и травы, освобождая на столешнице место для блюда с огромным пирогом, на вбитый в очаге крюк котелок с водой. «Ты, наверное, здорово проголодался», — после теплого приветствия озвучивает свои предположения Сакджин, выбивая огнивом искры, чтобы разжечь огонь. «Ты ешь, не стесняйся». «Я вообще-то по делу пришел». Чимин недолго ерзает на стуле и барабанит по столу пальцами, наблюдая за суетящимся по хозяйству лекарем. Он, собираясь с мыслями, делает несколько глубоких вдохов и начинает разговор. Как люди в общинах избегают нежелательной беременности. «Оборотень не позволяет себе сцепку во время течки его омеги», — мягко улыбаясь, отвечает Сакджин. «Это невозможно», — огорченно мотает головой Чимин и, осознав собственное безрадостное будущее, и на мгновение забывая, зачем он пришел к лекарю прямо сейчас, говорит известную всем людям омегам истину. Альфа не контролирует свои действия, когда у омеги течка. Невозможность контроля собственных действий и нежелание отказывать себе в удовольствии — это разные вещи. То есть Намджун специально меня на свой узел на хере натягивал? Возмущенно скидывается Чимин. Фраза звучит довольно грубо, недовольно морщится Сакджин. Но, в общем, ты прав.
Раз вы с Намджуном решили обзавестись потомством... Ничего мы не решали. Он сам все решил и сделал без моего участия. То есть с моим тоже. Исправляется запутавшийся в собственных мыслях Чимин. Но только в физическом процессе, а не в плане обсуждений. Что мне теперь делать, Сакджин? Готовится стать замечательным папочкой. Нежно воркует Сакджин, заканчивая возиться с нежелающим разгораться пламенем. А я не хочу становиться папочкой. Зло передразнивает оборотня Чимин. Тебе лучше будет обговорить этот вопрос с Намджуном. Он же твой муж, а не я, резонно замечает лекарь. Скажи своему Альфе, что ты больше не хочешь иметь детей, и в будущем он будет осторожен. Так я не только в будущем. Я вот и этого не хочу. Тихонько завывает от безысходности Омега и тычет пальцем себе в живот. Чимин, я понимаю твое беспокойство и хочу кое-что тебе объяснить. Альфа ставит стул рядом с Чиминовским, садится на него и поотечески обнимает Омегу, вкрадчивым голосом начиная разговор, отчего тот брезгливо передергивает плечами. Очень давно папа подробно рассказывал сморщившемуся от омерзения малышу Чимину, откуда берутся дети. Голос лекаря звучит так же, тошнотворно, ласково и поучительно. Ты сейчас наверняка переживаешь из-за предстоящих родов. Но поверь, тебе нечего бояться. Волчата, в отличие от людей, рождаются семимесячными, меньшего размера, но более сильными. Они сами стремятся поскорее появиться на свет, тем самым помогая своим папочкам. Не волнуйся ни о чем, Чимин. Роды будут хоть и не безболезненными, но пройдут довольно быстро и без травм. К тому же в этот нелегкий период ты не останешься в одиночестве. Рядом буду я, Намджун. Вы что, и народы, Омег, всей общиной собираетесь? Испуганно вскрикивает Чимин, отстраняясь от лекаря. Омега с ужасом представляет, каково ему будет лежать с широко раздвинутыми ногами и рожать под ободряющие выкрики многочисленной толпы. Но Сакджин осторожно притягивает его обратно и гладит ладонью по голове. «Конечно, нет», — торопливо шепчет оборотень, успокаивая окончательно разволновавшегося Омегу. На родах присутствует только лекарь и муж Омеги. Ты что-то совсем распереживался. Давай я тебя домой отведу. Выспишься как следует. Вы все издеваетесь надо мной, что ли? Громко возмущается Чимин. Если нет сил до дома добраться, то можешь прямо здесь прилечь, быстро предлагает Сакджин. Помнишь, где спальня? Но Чимин выпутывается из чужих объятий и, низко опустив голову, бредет к выходу. Следом за ним, невзирая на вялые просьбы Омеги оставить его в покое, идет и Сакджин, твердо намереваясь проводить Омегу и лично проследить, чтобы тот, как только окажется дома, незамедлительно лег в постель. Чимин, немедленно объясни мне, какого лешего ты вместо того, чтобы лежать в постели, бегаешь по всему поселению, узнавая, как избавиться от моего ребенка? Но Юнги уже успел наябедничать. Недовольно интересуется сидящий в кресле Омега, из-под лобья поглядывая на ураганом ворвавшегося в дом Намджуна. «Нет, Сакджин нашел меня в лесу, чтобы поговорить о твоей грядущей беременности. При всей стае отсчитывал меня, как нашалившего щенка, убеждая впредь не торопиться с принятием подобных решений. Тебе еще не надоело выставлять меня полным идиотом перед всей общиной?» В ответ Чимин лишь презрительно фыркает и демонстративно отворачивается к окну. Кажется, Альфа не на шутку взбешен, но Омеге нет до этого никакого дела. Намджун, если уж ему так приспичило, может сколько угодно возмущаться и выяснять отношения. Да пусть хоть побьет, Паку терять нечего, ведь вернуться домой беременным щенком оборотня невозможно. «Чимин, что происходит?» Продолжает разговор Альфа, нависая над Омегой. «Почему ты так ведешь себя?»
Может быть, потому что никакую беременность я не планировал, язвительно подсказывает мужу правильный ответ Чимин. Ну, ты сам просил меня о сцепке и всегда хотел завести ребенка. Вот именно, Намджун. Пак медленно встает с кресла, подходит вплотную к оборотню и снизу вверх безбоязненно смотрит в его глаза. Я хотел ребенка. Рожать щенка я никогда не планировал. Чимин чувствует, что теперь точно все. Он окончательно взорвался и непременно получит от мужа как минимум хороший удар по лицу. Но оборотень остается неподвижен. Альфа не отводит внимательного взгляда от глаз Омеги, в которых плещется нескрываемая ненависть. Глубоко вздыхает и неожиданно тихо спрашивает. «Я правильно сейчас понял, что тебе не нужен ребенок от меня?» «Ни от тебя, ни от какого-либо другого оборотня», — поясняет Омега. Намджун несколько раз коротко кивает и облизывает пересохшие губы. Отворачивается и неспешно отходит к столу, чтобы налить из стоящего кувшина немного воды в кружку. И Чимин обессиленно падает обратно в кресло, словно зрительный контакт с оборотнем — единственное, что удерживало его на ногах. Альфа мелкими глотками пьет воду и хмурится, принимая окончательное решение, которого Омега ждет с замиранием сердца. «Тебе мой ребенок не нужен», — задумчиво и невозможно тянуче выговаривает Ким, а после обращается к Омеге. «А вот мне он необходим. Чимин, давай договоримся. Ты рожаешь мне малыша, а я помогу тебе вернуться к родителям». «Что?» — неверяще шепчет Омега. «Я помогу тебе вернуться в родную деревню», — терпеливо повторяет Альфа. «Лично проведу до границы нашей территории и покажу нужное направление, куда тебе надо будет идти дальше. До самого порога родительского дома, уж извини, я тебя проводить не смогу», — разводит руками оборотень. «Мне нельзя появляться в чужом лесу, и ради тебя нарушать договор я не собираюсь. Но там останется идти недолго. Сам неплохо доберешься». «Ты сейчас шутишь?» От нахлынувших эмоций у Чимина дрожит голос. «Нет», — спокойно отвечает Намджун, но его губы чуть кривятся от ухмылки или улыбки. «Роди мне ребенка и уходи. Я вернусь в общину и всем расскажу, что в лесу ты далеко отошел от меня, и на тебя напал медведь. Или что ты провалился в болото, а я не успел тебя спасти. Не переживай об этом. Я обязательно что-нибудь придумаю, и мне все поверят. Так что ты на это скажешь? Ты согласен?» «Ты правда отпустишь меня?» Все еще не веря в происходящее, переспрашивает Чимин. «Роди мне ребенка и убирайся прочь», — холодно отвечает оборотень. Я согласен!» Чимин вскакивает с кресла и бежит к Альфе. «Спасибо! Спасибо нам!» Он замолкает на полусловии, когда муж, не давая себя обнять, перехватывает его руки и отодвигает подальше от себя, а после молча выходит из дома. Окрыленный чуть не скорой, но уже четко обозначенной свободой, Чимин несколько часов хлопочет по хозяйству. Ловко закинув в котел мелко порезанную зелень, помешивает ложкой с длинной ручкой кипящее тушеное мясо и придирчиво разглядывает красиво сервированный стол, на котором уже расставлены прикрытые полотенцами от лезущих нахальных мух мисочки с закусками, и остывает румяный пирог. До прихода Намджуна еще полно времени, но Омега, опасаясь не успеть, готовит ужин заранее. Впервые за всю недолгую семейную жизнь делая это с любовью и признательностью к своему Альфе. Протяжно скрипит нерешительно открываемая дверь. «Здравствуй. Мне можно войти?» В ожидании ответа Тэхён замирает на пороге и выглядит до невозможности виноватым. Но Чимин обрадованно улыбается и бежит в припрыжку навстречу гостю. Больше нет никакого смысла злиться. И Пак крепко обнимает пришедшего и тянет к столу.
Бурлящая в груди радость рвется наружу, и Омеге хочется поделиться потрясающей новостью хоть с кем-нибудь. Выбалтывать оборотням об их с Намджуном разговоре нельзя ни в коем случае. Но ведь Тэхён не выдаст секрет Омеги общине. Ему рассказать можно. «Я узнал от Омеги, что течка у тебя закончилась, и пришел проведать», — говорит Ким, явно смущенный заботой Пака. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, как никогда раньше». Чмин быстро разливает по кружкам чай и ловко нарезает на куски исходящий паром пирог. Широко улыбается, замечая в чужих глазах недоумение, и жарко шепчет: «Намджун отпустит меня домой». Чимин тихонько пищит от охватившего его душу восторга. Но, кажется, Тэхён не разделяет чужой радости. «Ты врешь», — недоверчиво качает головой Ким. «Ни капельки. Мы обо всем договорились. Я рожаю щенка, а Альфа за это отводит меня домой. Намджун сам мне это предложил, пообещав, что...» «Намджун не мог тебе такое предложить», — едва шевелит губами, побелевший от страха Тэхён. «Твой муж любит тебя, а если ты уйдешь, тебя убьют». «Оборотни ни о чем не узнают», — продолжает объяснять Чимин, немного расстроенной реакцией Кима. «Ты не понимаешь. Никто из общины не будет меня искать и преследовать, потому что Намджун всем расскажет, что я погиб на его глазах». «Это ты до сих пор не понимаешь, Чимин», — лепечет Тэхён. «Тебя убьют не оборотни, а люди». «Что за бред ты несешь? Ты не можешь вернуться домой. Никогда не мог». Голос Кима пропитан искренним сожалением. Омега делает крупный глоток чая, чтобы смочить вмиг пересохшее горло. Люди боятся оборотней. Одна только мысль о том, что они могут вызвать у них гнев, вызывает у людей панику. А ты не хуже меня это знаешь, верно? Когда ты вернешься, жители деревни испугаются, что оборотни придут за тобой следом. Я объясню им, что меня отпустили. Они тебе не поверят. Люди убьют тебя, Чимин, чтобы уберечься от жестокой мести, чтобы скрыть все следы твоего возвращения в деревню и показать оборотням, что в твоем побеге нет их вины. «Мои родители никогда не позволят этого сделать!» — восклицает Чимин. «Они не смогут защитить и, скорее всего, погибнут вместе с тобой. Пойми, в деревне никто не станет тебя оберегать и прятать. Ты был отдан в жертву, и если вернешься, люди убьют тебя, а тело закопают где-нибудь подальше от деревни, чтобы к приходу оборотней и запаха твоего не осталось. Люди скажут, что не видели тебя и знать ничего не знают о твоем побеге. Твоей кровью смоют все возможные обвинения и сделают что угодно, лишь бы не навлечь на себя гнев оборотней». Чимин убирает со своего плеча чужую ладонь. Часто моргая, смотрит прямо перед собой. Он все это время размышлял о побеге, мечтал о встрече с родителями, красочно представлял крепкие объятия и слезы радости в любимых и родных глазах. Что будет с ним и его семьей дальше, и как к его возвращению отнесутся жители деревни, Пак не задумывался ни разу. Хочется зло рассмеяться в ответ и привести глупому Тэхёну кучу доказательств, что тот ошибается. Вот только Ким абсолютно прав. «Чимин, мне так жаль», — тихо скулит Тэхён и утыкается лбом в чужое плечо, видя, как глаза Пака затягиваются пеленой слез. «Прости, что не говорил об этом раньше. Я не хотел тебя ранить. Думал, что со временем ты сам все поймешь». Ким громко шмыгает носом и, обхватывая обеими руками, тянет на себя оглушенного горем друга. Желая утешить, быстро шепчет: «Но ведь все не так уж и плохо сложилось, верно? Ты не можешь вернуться в свою семью, но ты не одинок. У тебя есть муж, я, Юнги. Мы все очень любим и ценим тебя. А знаешь, я долго не понимал, почему в ночь белой луны выбрали именно нас, и спросил об этом Хасока. Он сказал, что меня забрал из жалости, не мог допустить, чтобы сироту Омегу продолжали избивать в деревне.
Но тебя выбрал совсем по другой причине. Он заметил, как ты хотел меня защитить. Несмотря на страх перед оборотнями, ты был единственным, кто не смог равнодушно смотреть, как меня забирают из деревни. Хасок был поражен твоей добротой и храбростью. Он понял, что мы друзья. Тэхён, желая утешить и приободрить, но каждое его слово больным ударом отпечатывается в душе Пака. Так вот, почему его выбрали, оценили доброту. Но с каких пор доброта стала проклятием? И почему за нее так дорого приходится платить самому Чимину? «Ты действительно считаешь, что мы с тобой друзья?» Со злой насмешкой вдруг спрашивает Омега, и Ким испуганно отодвигается в сторону. «Ты решил, что я тебя защищал именно поэтому?» «Нет, Тэхён, ты для меня всегда был лишь убогим соседом, не вызывающим никаких других чувств, кроме брезгливой жалости. Ты никчемный, безотцовщина, и я никогда не думал о тебе как о равном. Хасок ошибся с выбором, я никогда не считал тебя другом». «Чимин, пошел вон!» — четко выговаривает Пак, а замечая, что Тэхён неуверенно топчется на месте, выгоняет его громким криком. «Я сказал, убирайся отсюда!» Чимин недолго смотрит на в попыхах захлопнутую дверь и идет к умывальнику. Успокаиваясь, долго плещет водой на пылающее лицо, насухо вытирается и берет в руки небольшую корзинку. Укладывает в нее широкое полотенце. То, что он собирается принести в дом, не должны заметить чужие глаза. Свободной рукой Омега тянется к тонкому ремешку на шее, тянет за него, вытаскивая из-под рубахи спрятанный от любопытных взглядов подаренный братом амулет, который должен был помочь вернуться домой. Привычно проводит пальцами по гладкой поверхности витиеватого узора, крепко сжимает в кулаке и одним резким движением рвет тонкий ремешок. «Бесполезная деревяшка!» — презрительно выговаривает Чимин и, широко размахнувшись, вышвыривает амулет в окно. Чуть щурясь от лучей скатывающегося по небу солнца, Омега уверенно идет в сторону леса. У него не осталось мечты и нет никаких желаний. Он никогда не сможет вернуться домой, и надо бы смириться с новой жизнью и принять подаренного судьбой Альфу. Вот только этого у него тоже больше нет. В голове бушует нескончаемый поток из сказанных Тэхёном слов, и Чимин горько улыбается от собственных мыслей. Намджун не мог не знать, какая участь будет ждать его мужа, если тот вернется в деревню. Именно поэтому Альфа так легко согласился на обман собратьев. Ему не придется лгать. Уже через пару дней после возвращения оборотня в общину Пак действительно будет мертв. Вокруг Чимина только ложь и коварство. У него нет мужа, нет друзей, нет возврата к прошлому, и будущего тоже нет. Все, что у него осталось, это собственная жизнь, но и она отныне не имеет никакой ценности. Омега останавливается у самой кромки леса, падает на колени и шарит в траве, выискивая нужные растения. Он собирает на первый взгляд ничем не примечательные, стелющиеся по земле крохотные белые цветы со остроконечным темно-зелеными листками. Бережно срывает и укладывает на дно корзины, тщательно прикрывая полотенцем. Чимин не знает, из каких растений люди Омеги готовят отвары, чтобы вытравить из тела нежеланное дитя, но хорошо помнит, какой из них чуть не свело в могилу его папу. Горько пахнущий темный отвар выплескивается через край уже достаточно остывшего котелка. Чимин, борясь с подступившей тошнотой, наливает до краев стоящую на столе кружку и ставит котелок обратно на подоконник. Чуть встряхивает головой и часто моргает, стараясь сфокусировать размытый взгляд. Тяжело присаживается за стол и неотрывно пялится на кружку, долго убеждая самого себя, что ее он тоже должен выпить. «Чем у нас пахнет?»
бубнит пришедший Альфа и сильнее тянет носом воздух. Он непонимающе оглядывается, но уже спустя мгновение испуганно распахивает глаза, заметив сидящего за столом Омегу, который мрачно ухмыляется в ответ. «Чимин, не смей это пить!» Омега обеими руками хватает кружку и быстро подносит ко рту. Делает крупный глоток. Еще один. От хлесткого удара пальцы обжигают болью, а уроненная на пол кружка разваливается черепками. Чимин успевает рассмотреть даже заляпанный темными каплями и потеками пол, а после от обхвата сильных рук он словно взлетает в воздух, чтобы уже через секунду оказаться лежащим животом на широком подоконнике, с высунутой в окно головой. Крепко удерживая за шею, Намджун силой разжимает стиснутые челюсти отбрыкивающегося Омеги и проскальзывает пальцами в его рот. Неосторожно, расцарапывая когтями чужую слизистую, безжалостно давит на корень языка, вызывая у Омеги приступы рвоты. Когда иссякает поток выпитой дряни, держа за шкирку, затягивает Чимина в комнату и отволакивает к умывальнику. Не обращая внимания на жалобный скулеж и булькающие звуки, вливает в рот Омеги 2 ковшика чистой воды. Чимин упирается ладонями в широкую грудь, силясь оттолкнуть от себя волка. Он пытается крутить головой, захлебывается от заливающей горло воды и протестующий пищит, когда холодные струи стекают вниз по подбородку и шее, скрываясь за воротом рубахи и вымачивая ее насквозь. Но в итоге, напоенный через «не хочу», снова оказывается перевешенным через подоконник головой вниз. «Позовите Сакджина, срочно!» Закончив промывать мужу желудок, кричит в окно Намджун. Он ставит Омегу перед собой и трясет за плечи. «Чимин, ты с ума сошел? Что ты с собой делаешь?» «То, что хотел со мной сделать ты. Избавляю тебя от своего присутствия. Вот только никакого ребенка ты не получишь, тварь!» Пошатывающийся из стороны в сторону Пак скалится с презрительной насмешкой, разглядев ужас в глазах оборотня. Он чувствует, как горящие болью пальцы внезапно окутывает колким холодом и подкашиваются ослабевшие ноги. Но перед тем, как уйти в сгущающуюся тьму, тихо шепчет: «Ты опоздал, волк. Это была уже 3-я кружка. Самую первую я выпил час назад». Глава 13. Беспросветный мрак поглощает сознание, уносит в быстрый крутящий водоворот. Чимин пытается сопротивляться ему, барахтается в темном холодном омуте, пытаясь выплыть, вырваться из болезненного захвата беспамятства. Отчаянно хочется вернуться в реальность, вдохнуть полной грудью и открыть слипшиеся веки. Налитое свинцовой тяжестью тело отказывается подчиняться. И, чтобы окончательно не разорвать связь с почти потерянным миром, лежащий на боку Омега беспомощно шарит перед собой руками, силясь зацепиться за согретую чужим телом ткань рубахи. Временами он проваливается в глубокий, граничащий со смертью сон, а кошмарное пробуждение знаменуется выкручивающей нутру болью и дурнотой, накатывающей тошноты. Сквозь вязкую серую мглу, которая словно толще грязной воды забивает обоняние и закладывает уши, доносится едва уловимый, но как никогда ранее желанный запах мокрой шерсти и приглушенные голоса. Почему он не приходит в сознание? Намджун, отравление очень сильное. Голос Сакджина внезапно печален. Но он же не... Чимин молод и здоров. К тому же, если судить по тому, как разварились оставшиеся в котелке лепестки и листья, твой муж не стал заливать горячей водой собранную траву, а какое-то время кипятил отвар. Это его и спасло. Часть яда уничтожила сильное нагревание. Чимин обязательно выкарабкается. Вот только... Ты уверен, что так будет лучше для всех? Намджун молчит, и Сакджин, недолго помявшись, продолжает разговор. Ты сам прекрасно видишь, что Чимин не находит вообще ни свое место. Прошло уже достаточно времени.
но он по-прежнему отказывается принимать свою новую жизнь. Хасок ошибся с выбором. Мальчик не справляется. «Зачем ты мне все это говоришь?» — хмуро интересуется Намджун. Некоторое время в комнате стоит оглушающая тишина, которую неохотно нарушает лекарь. Он говорит тихим, вкрадчивым голосом, тщательно подбирает слова, чтобы максимально мягко донести до Намджуна свою мысль. И от услышанного у Омеги холодеют и без того ледяные ладони, а сердце пропускает очередной удар. Я подумал, что, может быть, лучше закончить все прямо сейчас и отпустить его. Зачем продолжать мучить того, кто очень скоро погибнет по собственному выбору? Мы оба знаем, что отравление не случайно. Чимин хотел умереть. Намджун, ты можешь помочь ему. Сейчас для этого самое лучшее время. Он без сознания. Ему не страшно. А ты все сделаешь так быстро, что Чимин даже не почувствует боли. «Нет!» — рявкает Альфа. Он обеими руками обхватывает и притягивает ближе к своей груди безвольно лежащего Омегу, а тот мысленно желает глупому лекарю пойти самому убиться об стену. Хасок ни в чем не ошибся. Чимин наш человек. Просто ему нужно немного больше времени, чем Тэхёну. Мы не знаем, каким он будет, когда очнется, приводит новые аргументы Сакджин. От отравления мальчик может ослепнуть, оглохнуть или вообще не сможет ходить. Больше всего Чимину хочется возмутиться и громко заявить, что все он прекрасно слышит. А когда наберется силы и откроет глаза, то сможет не только видеть, но и на своих ногах придет в дом мерзкого лекаря, чтобы в благодарность за такие замечательные советы лично надавать тому пинков под зад. Это ж надо до такого додуматься, уговаривать Намджуна свернуть своему мужу шею. «С ним будет все хорошо», — с нажимом говорит Альфа, давая понять Сакджину, что на этом разговор закончен. «Будем надеяться», — коротко отвечает лекарь. «Я должен сообщить обо всем случившемуся вожаку. Но перед тем, как уйти, может, перестанешь сторожить мужа, как будто его кто-то хочет выкрасть, и пойдешь хотя бы поешь?» «Мне страшно оставлять его одного», — доверительно говорит Намджун. «Вдруг я ненадолго уйду, а с ним за это время случится что-то ужасное. Я послежу за Чимином». Услышав любезное предложение помощи, Омега начинает паниковать. Он мысленно умоляет Намджуна не отходить ни на шаг и уж тем более не оставлять наедине с кровожадным лекарем, который, пользуясь отсутствием Альфы, запросто может придушить его подушкой. Разумеется, из самых лучших побуждений. Пока опасаясь, что муж может уйти, силится обхватить его руками, но получается только немного сжать онемевшими пальцами край чужой рубахи. «Но я не хочу есть», — сухо сообщает Намджун, удобнее укладываясь на кровати и поправляя на Омеге чуть сползшее в сторону одеяло. «Видел бы ты, как сейчас выглядишь», — начинает укоризненно отчитывать Альфу Сакджин. Бледный, растрепанный, лицо осунулось, под глазами синяки. «Это главный охотник общины. Вот не надо на меня злобно зыркать. Как есть, так и говорю. Смотреть на тебя противно». И Чимин в уме аплодирует стоя мужу, услышав его ребячливо-надменный ответ. «Ну и не смотри». Омега чувствует себя значительно лучше, просыпаясь в следующий раз. Все органы вновь обрели остроту восприятия. Чимин, ощущая в комнате лишь запах мужа и свой собственный, с наслаждением делает глубокий вдох. Слабо улыбается, когда ладонь разбуженного оборотня движется вверх по спине, чтобы зарыться пальцами в спутанные волосы на омежьем затылке. Осторожно подтягивается, а после уже увереннее поднимает руки и болтает ногами в воздухе, проверяя возможность управлять собственным телом. Но когда распахивает веки, и его по-прежнему окружает тьма, Омега испуганно взвизгивает, думая, что страшные сакджиновские предположения сбылись, и он навсегда ослеп. «Чимин, что с тобой?»
Альфа быстро садится и притягивает к себе, с перепугу чуть не свалившегося с кровати мужа. Намджун обнимает до хруста костей и прижимается лицом к чужой макушке, силясь защитить от всех бед, болезней и огорчений. И Омега затихает, когда немного привыкшие к окружающей темноте глаза начинают различать смутные силуэты. «Уже ночь», — шепчет Пак. «Я провалялся без сознания до самой ночи?» «Больше 2 дней», — так же тихо отвечает оборотень. «И ты все это время был рядом». Намджун чуть ослабляет крепкую хватку и притрагивается губами к чужому лбу, проверяя, нет ли жара. «И буду столько, сколько потребуется». Расслабляясь от ласковых прикосновений, Чимин льнет ближе и прижимается к груди Альфы, ощущая щекой жесткость тонких завязок рубахи. Забота и нежность мужа — это именно то, в чем так сильно нуждается Омега. Но в голову бесконтрольно лезут грустные мысли. «Зачем ты спасал меня, если я тебе не нужен?» Не скрывая обиды в голосе, спрашивает Омега, при этом сильнее сжимая пальцами подол чужой рубахи. Если вдруг Альфа, вспоминая минувшие события, захочет его оттолкнуть. «Зачем говорил, что отведешь меня обратно в деревню?» «Чтобы ты успокоился и перестал ошалевшим зайцем скакать по всей общине», — невозмутимо отвечает Намджун, как видимо, не испытывая никаких угрызений совести за сказанную ранее ложь. «Я никогда бы не стал этого делать. Просто хотел выиграть время, чтобы ты все понял и осознал». «Ты сказал, чтобы я убирался прочь», — припоминает Чимин грубые слова, стараясь малодушно переложить всю вину за случившееся на своего Альфу. «В тот момент я был очень на тебя обижен», — пожимает плечами оборотень. «А сейчас злишься?» «Нет». Одной рукой Намджун поправляет сбившиеся подушки, на которые укладывает несопротивляющегося Омегу. Он ложится рядом на бок и, опираясь на локоть одной руки, чуть нависает над Чимином, внимательно глядя в его глаза. «Сейчас я за тебя боюсь. Я понимаю, что ты чувствуешь. Сам когда-то прошел через подобное. Но я даже подумать не мог, что ты захочешь решить все свои проблемы таким способом». Альфа ложится на спину и трет ладонями лицо. Задумчиво смотрит в потолок и облизывает пересохшие губы. И Омега понимает, что оборотень хочет рассказать что-то очень важное и личное. «Община, в которой мы живем, тоже не приходится мне домом», — начинает говорить Намджун и тихо хмыкает, заметив, как Омега от удивления приоткрывает рот. «Я родился и вырос в другом поселении, Чимин. У меня, как и у многих волчат, было все, о чем только можно мечтать. Заботливый отец, ласковый папа, веселые братья, радушные соседи, многочисленные друзья. А когда стал старше, у меня появился Омега, мой Омега». «Как его зовут?» Чимин до этих слов, мерно лежащий на плече Альфы, скидывает голову. «Это не важно». Намджун легонько давит ладонью на чужой лоб, вынуждая недобро сверкающего глазами Омегу лечь обратно, и продолжает прерванный рассказ. «С этим Омегой, как ты уже наверняка догадался, мы были знакомы с раннего детства. Но когда стали подростками, неожиданно сблизились. Нам нравилось проводить вместе время, мы много разговаривали обо всем на свете и при любой возможности мчались друг к другу. Желая уединиться, каждый день гуляли или в обличье волков носились по лесу. Он принял меня во время течки и сам пришел, когда начался мой первый гон. Родители предупреждали, что каждый из нас неподходящий друг для друга партнер, но мы были юными, безрассудно влюбленными и мало прислушивались к чужим советам. Мы искренне хотели создать семью и много мечтали о доме, в котором будем жить, о том, как он будет радостно встречать меня с охоты. Придумывали имена нашим будущим сыновьям и даже один раз сильно повздорили, не садясь во мнение, как именно будут звать нашего первенца.
Годы пролетели быстро. И когда Омега достиг возраста вступления в брак, я, не задумываясь, вышел участвовать в битве за него. Мы до мелочей продумывали нашу будущую семейную жизнь. Не учли лишь одно — мы были ровесниками. «Ты проиграл, потому что был слишком молод», — тихо говорит Чимин. Он с недаемой жгучей ревностью в самом начале рассказа теперь понимает, что Альфа вовсе не пытается вывести его на эмоции или набить себе цену. Намджон открывает перед ним душу, доверчиво обнажает давние раны, которые много лет болели и кровоточили, сжимая горло и вызывая желание сдохнуть от осознания, что ничего невозможно изменить. И что было дальше? Что сделал этот Омега, когда понял, что вместе вам не быть? Как и положено, вышел замуж за Альфу, которому посчастливилось выиграть тот бой. Намджон говорит ровным голосом, но Чимин замечает, что чужое дыхание становится чуть чаще. Эти воспоминания даются Киму нелегко. А я, как и подобает, присутствовал на их свадьбе, поздравляя пару и желая им всяческих благ. Омега стал мужем достойного оборотня и окунулся с головой в семейную жизнь. Я видел, как с каждым днем он становится все счастливее, одаривая лаской Альфу и получая взамен такую же трепетную заботу. А меньше чем через год они стали родителями. Он подарил мужу сразу 2 волчат, близнецов, Омег. Намджон морщится, как от боли, через силу выдавливая из себя последние слова. И Чимин хорошо знает, почему. Рождение в общине Омеги — гордость для каждого отца. Произвести на свет того, кто не даст угаснуть роду оборотней, как особое благословение пары, как особо ценный дар судьбы. И как последний забитый гвоздь в крышку гроба, в котором Намджон был вынужден заживо похоронить надежду на счастье. Наверное, я самый неправильный оборотень из всех, которого ты когда-либо встретишь, Чимин. Грустно улыбается Альфа и проводит ладонью по волосам разволновавшегося Омеги, успокаивая его. Я долго убеждал себя смириться с судьбой и забыть глупые детские мечты. Я выматывал себя тренировками и в кровь стирал лапы. На каждой охоте неизменно сопровождал отца и очень скоро стал полноправным охотником стаи. Я много и упорно трудился, изучал повадки лесных зверей. Без устали выискивал и прокладывал новые пути для более успешного загона дичи. Мне удалось стать очень важным и значимым оборотнем для своей общины. Но каждый раз, проходя мимо дома, где жил тот Омега, или случайно увидев резвящихся на улице его детей, я ощущал себя невыносимо одиноким. Я больше не участвовал в брачных боях, не стремился создать пару, а в каждом Омеге видел только, что это не он. И именно поэтому, когда к нам пришел мой нынешний вождь и попросил о помощи, не задумываясь, ушел вместе с ним, оставив семью, родной дом, друзей и стаю. Я много лет искал способ избавиться от гложущей боли и отчаяния, чтобы снова начать жить, а не существовать, и нашел его. Я увидел тебя. Альфа крепче обнимает жмущегося к его боку Омегу и ладонью осторожно гладит его по нежной щеке. Он проводит по линии острого подбородка, очерчивает контур пухлых губ, и Пак довольно фыркает, когда муж подушечкой указательного пальца шутливо ударяет его по кончику носа. Чимин, я хочу, чтобы ты знал и никогда не сомневался в том, что все потери, они не случайны. Судьба мудра и справедлива, и каждый раз что-то забирая, она непременно дает очень многое взамен. Но это нужно понять и увидеть, открывшиеся возможности, не боясь и не оглядываясь назад, пойти по новому жизненному пути и в итоге стать кем-то гораздо большим, чем был бы, благосклонно получив то, что желал раньше. Чимин нервно теребит завязки на рубахе Альфы, раздумывая о том, что услышал. Их судьбы вовсе не похожи.
Омегу забрали из дома насильно, лишили права выбора, а оборотень не решился на данный поступок сам. Пока рвался обратно и вспоминал свое прошлое каждый миг, в то время каким всеми силами старался забыть. Чимин трепетно хранил и оберегал свою любовь к семье, находя в ней силы для борьбы и желание жить дальше. И именно любовь отняла у Намджуна то, что ему было дорого. Их истории совсем разные, но они оба потеряли все, чтобы в итоге обрести. А что, собственно говоря, они получили? А после всего случившегося ты по-прежнему рад нашей встрече? Горько хмыкает Омега. Хочешь сказать, что ни разу не пожалел о том, что вышел на битву, выбрав мужья меня, а не Тэхёна? Тэхён прекрасно освоился в общине и без особой помощи Альфы, отвечает Намджун. Он добрый и отзывчивый мальчик, очень благодарный и чуткий к заботе о нем. А вот ты — это совсем другое дело. Ты гордый, упрямый и своенравный, не похожий на других омег. Я вышел, потому что увидел, что нужен тебе. Ты воин, человек с удивительной силой воли и духа, и другие альфы уже давно бы смирились и признали свое поражение, потеряв тебя. А я никогда не отступлю и не позволю тебе погибнуть. Я нужен тебе, Чимин, — вновь повторяет Намджун и вдруг утыкается лицом в омежью шею, почти жалобно скуля. Я так хочу быть тебе нужным. Чимин растерянно зарывается пальцами в спутанные волосы шумно сопящего альфа. Неуверенно и неуклюже поправляет растрепанные прядки и чуть массирует кожу головы так, как он всегда это делал с Джуни. Волку это нравилось. Намджуну тоже. Оборотень умиротворенно выдыхает и жмурит от удовольствия глаза. «Ты хочешь, чтобы я жил ради тебя?» — робко спрашивает Омега. «Нет», — уверенно отвечает Альфа. «Ты должен жить ради тебя самого, ради ясных рассветов и ярких закатов, чарующих красотой расписанного неба, ради солнечных дней и звездных ночей, ради того, чтобы увидеть, как неторопливо меняются сезоны, и в каждом из них находить неповторимое очарование. Ты должен жить ради всего самого доброго, радостного и светлого, что ожидает тебя впереди. Каждый из нас рожден, чтобы быть счастливым. Я прошу тебя, стань им, Чимин, отпусти прошлое и смело шагни на свой путь». «Один я не справлюсь», — говорит расстроенным голосом Омега и тут же утопает в надежных и теплых объятиях. «Ты не один, я всегда рядом». Они долго обнимаются, находя необходимую обоим поддержку. Безмолвно обещают друг другу стать тем, кто поможет Омеге выжить. Альфе вновь начать жить. Затянувшееся молчание не тяготит обоих, но все же вздорный характер Пака дает о себе знать. «Ты все время твердишь, что мне нужно больше времени, а сам в первую ночь потащил меня в кровать», — укоряюще отчитывает Чимин оборотня, но тот даже не думает обижаться. «Я очень соскучился по ласке, а ты выглядел так соблазнительно, что я не смог удержаться». Намджун игриво хлопает Омегу по заднице, и тот обиженно дует губы. «Ага, соскучился. Именно поэтому к тебе во время гона омеги толпами ходили». «Так, а вот это мы обсуждать не будем». Оборотень быстро выпутывается из объятий и встает с кровати. «Я приготовлю нам поесть. Сакджен сказал, что после отравления ты должен быть особенно осторожен с пищей. И поэтому с сегодняшнего дня переходишь на особое питание». Проводив взглядом ушедшего Альфу, Чимин недолго возится на постели, сбивая примятые подушки, а после удобно ложится и прикрывает глаза. Он облизывает и сглатывает набежавшую слюну, пытаясь разгадать, что за особенное блюдо будет готовить ему муж. В воображении Пак видит огромный кусок жареного мяса с брусничным соусом или запеченная с травами и зеленым луком аппетитная рыбка. И когда Намджун возвращается, быстро выхватывает из его рук протянутую миску. Не скрывая разочарования,
Омега бегло рассматривает малоприятные на вид содержимое тарелки. «Это каша?» Чимин тщательно обнюхивает предложенную серую размазню. «Сваренная на воде?» Он подцепляет ложкой немного вязкой бурды и осторожно касается кончиком языка. «Не соленая?» На все 3 заданных вопроса Намджун радостно кивает головой. И Пак с отвращением возвращает ему миску. «Я такую дрянь есть не буду». В ответ на строгий взгляд мужа Омега упрямо поджимает губы и складывает на груди руки. Но уже через мгновение протестующий мычит и пытается отпихнуть Альфу, который начинает силой засовывать ему в рот первую ложку каши. «Я точно могу оставить тебя одного?» — в очередной раз спрашивает Намджун утром, переодеваясь в чистую одежду. «Иди к своей стае и не переживай за меня. Обещаю, что даже с кровати не буду вставать в твое отсутствие». Со всей возможной искренностью в голосе отвечает Чимин, но откидывает одеяло прочь, как только оборотень, напоследок недоверчиво покачав головой, выходит из дома. Для начала Омега, потирая рукой жалобно урчащий живот, обследует все шкафы и котелки. Но кроме застывшей бесформенным комком противной каши, ничего съестного обнаружить не удается. Разочарованно вздохнув, плетется в чулан и находит на одной из полок подходящий лоскут светлой ткани и плетеную из бересты коробочку, хранящую в себе нитки и иголки. Недолго копошится в остывшем очаге, выискивая не до конца истлевший уголек. Тщательно отмывает перепачканные золой руки и садится за стол. Он аккуратно раскладывает на ровной поверхности столешницы ткань и бегло набрасывает заостренные кусочком обгоревшей деревяшки черные контуры будущей работы. Придирчиво рассматривает тонкие линии, которые вскоре скроются за ровной гладью вышивки, и, убедившись, что все нарисовано именно так, как он и планировал, закидывает остатки уголька обратно в очаг и повторно отмывает пальцы. Перекинув подушки к стене, Омега залезает на кровать и удобно садится, скрещивая ноги и облокачивая спиной о пуховую мягкость. Раскладывает под рукой найденные цветные катушки, вдевает в угольное ушко обрывок одной из нитей и, приступая к работе, наклоняется ниже к коленям, на которых разложена разрисованная ткань. Пак не торопится. Осторожно, стежок за стежком, накладывает цветными мазками портрет 3 людей: улыбчивого Омеги, сурово сдвинувшего брови Альфы и седовласого старика. Под умелыми пальцами Чимина лица любимых, но навсегда оставленных в прошлом людей, словно оживают, наполняясь яркими красками. Работа идет медленно и займет много дней, но Омега уверен, что сможет закончить ее раньше, чем облик родных померкнет и навсегда сотрется из памяти.